Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. Хочу предложить вам сегодня расклад, который будет называться «А сбудется ли моя мечта?». Ты позволь помечтать себе, и мечту нарисуй красиво, и скажи с улыбкой судьбе: это будет, и я так решила. Вот с этих строк мы начнем расклад. А расклад сегодня для наших многоуважаемых мужчин. Выбирайте, пожалуйста, свою карту. У нас будет 4 варианта. Вся информация под видео. Как всегда, приглашаю на личные расклады. Желаю вам всего самого хорошего. Итак, приступим к раскладу. А с нами первый вариант. Немножко о вас. Вы мужчина достаточно умный и интеллектуально развитый. Вы прекрасно понимаете, к каким целям вы идете. Если нужно принять решение, то вы не останетесь сзади. Вы будете первый из тех, кто примет то или иное решение. Порой вы холодны, порой вы неконтактны, но это нисколько не мешает вашему развитию, вашему продвижению по жизни. Очень часто вы можете занимать такие серьезные должности, где требуется системность, где требуется аналитичность ума, где вы можете по полочкам спланировать и разложить ту или иную деятельность. То есть вы такой расчетливый, холодный, целеустремленный мужчина. Какова ваша тайна на сегодняшний день? А вы не хотите этой тайной ни с кем делиться. Вы внутренне чувствуете, что рано или поздно это должно осуществиться. У вас очень хорошо развита интуиция. И вы всегда прислушиваетесь к тому, что говорит вам она. Вы всегда тонко чувствуете, как поступить в той или иной ситуации. Почему? Потому что вы наполнены очень большими знаниями. Знаниями, которые, возможно, передались вам по роду, которые вы умеете интуитивно считывать из пространства. Вы улавливаете разные вибрации и очень четко понимаете, куда вам дальше двигаться, но никогда не поделитесь этой информацией. Как говорится, уговор дороже денег. Что же это за мечта? А мечта, я думаю, это состояться как бизнесмен или найти такую работу, которая позволит вам получить очень хороший финансовый результат. Мало того, мечта, в которой вы можете реализовать вот те идеи, которые в вас на сегодняшний день очень хорошо заложены и ждут своего развития. И поэтому вы будете стремиться в этом направлении. Но сейчас вам мешает то, что вы не знаете, какие действия первые предпринять. И немного прилагаете усилий к достижению своих целей. Наверное, вы сейчас больше внимания уделяете тому, чтобы заработать денег. У вас просто пока на данном этапе не хватает денег. И поэтому вы пытаетесь денежки заработать. И вы не хотите стоять на месте, вы не хотите, чтобы ваши финансы не развивались и не давали вам определенной прибыли. Сегодня вы для себя четко уяснили, куда вы хотите стремиться. Вы все проанализировали. Вы прочувствовали до глубины души, что вы хотите. И вы думаете,
что у вас обязательно все получится. Ведь не зря нам второй раз выпадает карта Верховной Жрицы. Вы знаете какие-то потаенные моменты, которые позволят вам реализовать вашу мечту. Но что-то вас сегодня еще сдерживает. То есть вы не настолько увлечены этим прорывом, этой деятельностью. Что-то вас сдерживает. Давайте посмотрим, а что же является сдерживающим фактором. Вы не достигли еще такого, знаете, состояния спокойствия, когда я уверен на 100%, а что меня ждет впереди. Может быть, вам нужны единомышленники, люди, которые вместе с вами пойдут в одном направлении, и вам не хватает вот таких людей. Поэтому вам стоит поискать и обрести таких людей, но вы что-то остановились. Может быть, вы сомневаетесь в том, что вы найдете, может быть, вы сомневаетесь уже в тех людях, которые рядом с вами, но так или иначе вы почему-то не движетесь вперед. Но вы должны знать, что если вы отдадитесь на откуп своей интуиции, о которой я сегодня уже вам говорила, то в процессе жизни вы вдруг неожиданно будете встречать таких людей. Присмотритесь к ним. Может быть, это действительно ваши партнеры, ваши будущие коллеги и компаньоны. А еще обратитесь к снам и попросите, чтобы во сне вам пришла та необходимая информация, которая позволит вам двигаться вперед. Вам не хватает вот этой вот системности в своем движении. А может быть, стоит прописать пошаговый план и четко обозначить свои цели. Не просто, чтобы они у вас были в голове в виде некого хаоса, да, а может быть, вы их пропишете в формате бизнес-плана и пойдете вперед по своему развитию. Вот как раз приведите себя в порядок, свою голову, уберите лишние эмоции, включите интуицию и вперед в движение к своему солнцу. Это был первый вариант. Как всегда, приглашаю на личные расклады. Всего вам хорошего и желаю успехов в достижениях. А впереди у нас второй вариант. И немножко о вас. Какой же вы мужчина? Избудется ли ваша мечта? А вы человек, который очень материальный по своей сути. Вы человек, возможно, который хорошо зарабатывает, который является руководителем какой-то компании. Вы человек, который твердо стоит на своих ногах. Но сейчас у вас произошла какая-то сложная личная ситуация. Карты нам показывают, что у вас что-то произошло с любимой женщиной. Возможно, вы поругались, возможно, ваш союз на сегодняшний день перестал существовать. И вы по этому поводу очень переживаете, потому что та женщина, которую вы любили, для вас очень важна. И вы бы хотели, чтобы она не отказывалась от тех чувств и от тех предложений, которые вы ей проговариваете. И вам сегодня очень тяжело, потому что эта ситуация, она как бы выбила вас из сил. Вы не знаете, что делать дальше. Вы находитесь в некой стагнации, которая чревата, может быть, даже с депрессиями и с болезнями. Вы очень переживаете. А что же такое произошло? Почему же ваш союз распался? Ну, я думаю, что здесь возможно. А какое-то влияние могли оказать третьи лица. Хотя вы были очень хорошими партнерами, вы очень хорошо взаимодействовали друг с другом, но что-то появился какой-то третий фактор. Возможно, вашей партнерше было сложно начать с нуля. Может быть, вы предложили ей какие-то серьезные отношения, она была к этим отношениям не готова. Вы рассчитывали на успех, вы думали, что все сложится, но по итогу получился конфликт между вами, и вы
делали все возможное, чтобы эти отношения сохранились. Вы пытались для этой женщины сделать максимум возможного, что вы могли бы ей предложить. И очень хотели, чтобы она вас услышала и увидела, а не закрывала глаза по отношению к вам. Но ситуация не меняется на сегодняшний день. Все очень медленно, и у вас нет сил для того, чтобы разрулить такую ситуацию. А также вы чувствуете, что удача от вас отвернулась, и вариантов больше никаких у вас не будет. Вы переживаете, потому что ваша любовь очень сильно отвергнута этой женщиной. Какой вам совет? Вы человек опытный, вы много прошли в жизни. Может быть, стоит остановиться и посмотреть, и проанализировать, что же произошло. А именно, посмотреть на ваши отношения и понять, что не всегда отношения могут складываться гармонично. Не всегда вы можете найти взаимодействие, построить со своей подругой и построить мост, который бы соединял ваши сердца. И самое главное, не надо уходить в отчаяние, не надо уходить от людей, от общества. Вам это абсолютно на сегодня не поможет. Поэтому карты говорят, продолжайте общение с обществом, продолжайте выходить в свет, не зацикливайтесь на той боли, которая с вами случилась. Это не ваша женщина. Возможно, ваша женщина будет еще впереди. Это был второй вариант. Как всегда, приглашаю на личные расклады. Желаю вам только любви. И если в этот раз не получилось, то пусть обязательно сбудется в другой раз. Это были двоечки. Ну что ж, троечки, давайте посмотрим, а какая же у вас мечта была? Давайте немножко о вас. Вы человек, который умеет любить, вы человек, который умеет располагать к себе. Вы человек, который умеет взаимодействовать с людьми спокойно, мягко. Вы эмоциональный по своей натуре и всегда являетесь душой компании, потому что с вами всегда приятно находиться в одном месте. Сегодня у вас происходит сложный момент, что-то не получается. Удача на какое-то время от вас отвернулась, фортуна отвернулась. То есть не складываются обстоятельства так, как бы вам хотелось. Возможно, ваша мечта сегодня не осуществляется. А с чем же это связано? Во-первых, это связано с тем, что когда-то было принято не очень верное решение. Оно было, видимо, основано на каких-то неправильных соображениях, и вам пришлось уйти из чувств, из эмоций. Вы поступили жестко очень, не продумавши, может быть, последствия, но на тот момент вы считали, что вы сделали абсолютно верно. А почему же вам пришлось уйти от чувств? Потому что вы не хотели бороться, вы не хотели конфликтовать. С кем конфликтовать? Ага. То есть по судьбе у вас были люди, которые должны были раскрутить ваш успех вперед, но что-то вы с ними законфликтовали и не смогли договориться. И в итоге ваше колесо удачи, оно развернулось в обратную сторону. Вы хотели заработать, видимо, большие денежки, получить хорошую прибыль, но по итогу у вас не получилось. И вам было крайне сложно и тяжело. И это, видимо, стало моментом разрыва и вот такого тяжелого эмоционального состояния. Вы хотели денежки как бы сохранить, да, тот материальные моменты сохранить, а, видимо, ваши партнеры, они рассчитывали на какие-то другие вложения. И вся эта ситуация, она не пошла в рост. То есть не получилось серьезной прибыли. Не получилось прибыли.
И вы знаете, вот эта ситуация, она должна была с вами случиться, потому что, видимо, вам не нужно было далее втягиваться туда и вкладываться. И поэтому высшие силы вас, видимо, остановили. Но для вас это, конечно, осталось очень серьезным стрессом. Но я вас хочу обрадовать. То, что впереди у вас новые горизонты материального успеха. Поэтому сосредоточьтесь далее и не расстраивайтесь по этому поводу, а приведите свою голову в порядок. Еще хочется сказать, что вам немножко не хватает энергии. Видимо, вот эта ситуация вас выбила энергетично. И поэтому вам бы желательно отправиться в какое-то путешествие и набраться энергии, успокоиться, привести себя в порядок, настроить себя на новые достижения. Ну и вы знаете что? Эта энергия у вас восстановится, и вам необходимо будет поставить перед собой новые цели. Но пока вы к этим целям еще не готовы. Поможет вам в этом женщина, которая обладает такими высокими, серьезными способностями в плане интеллекта. Умная женщина, которая может вас поддержать и вам помочь в вашем развитии и продвижении. Обратите внимание вот на таких женщин. Ну что ж, совет вам. Сейчас вы нестабильны, сейчас еще у вас нет этой устойчивости и уверенности. Сейчас еще вы не понимаете до конца, к чему стремиться, но знаете, что рядом с вами должна быть женщина. Сейчас нужно убрать лишние эмоции и начинать двигаться. Сначала в отдых, а потом в работу. И десятка пентаклей вам обеспечена. Вот видите, сказала, и карта открылась, вы становитесь королем пентаклей. То есть усмирить эмоции, привести себя в порядок и идти к новым достижениям. Как всегда, приглашаю вас на свои расклады на личные. Желаю вам успехов в бизнесе, успехов в обретении новых партнеров и достижении своих материальных ценностей. А мы начинаем расклад для четверочек. Приветствую вас, мои уважаемые четверочки. Какие вы? Что же вы за мужчина? А мужчина, вы уверены в себе. Мужчина, который обладает очень мощной энергетикой. Мужчина, который может под свое крыло взять как огромный коллектив, так и построить очень хорошую семью. Человек, который обладает таким очень мощным огненным потенциалом. Сейчас вы что-то обессилены, что-то у вас пошло не так. Вы чувствуете себя не очень комфортно. Что же у вас за мечта, да, была? Что же получилось или не получилось? А я думаю, что вы, и по карты нам говорят о том, что вы что-то очень серьезно планировали. Возможно, это новый проект, возможно, это новый бизнес, возможно, это какие-то новые идеи, которые нужно было реализовать. Они настолько новы для вас, что вам, может быть, даже отчасти было страшно и грустно по этому поводу, но они не сложились, то есть не пошло развитие в ту сторону. Что же помешало осуществлению вашей мечты? Карты говорят, что это была справедливая ситуация, так должно было произойти. Но давайте попробуем разобраться. Угу. То есть ваша задачка была что-то очень серьезно поменять. Но вы эти изменения не внесли. Вы пошли по принципу на авось. Пусть будет так, как есть. А в этой ситуации важны были эти изменения. И поэтому справедливость вступила, да, в свои права и остановила развитие этого проекта. То есть не хватило каких-то очень важных знаний, какой-то очень важной информации, которая способствовала бы тому, чтобы это все, ваша вся, ваш бизнес, ваша деятельность благополучно осуществилась. Нужны были какие-то новые контакты, новые взаимодействия очень нужны были для того, чтобы как раз
реализовать эти знания и получить соответствующий результат. Надо было быть очень упорным человеком. То есть нужно было довести начатое до конца. Но у вас это не получилось. Вы как бы или не довели, или просто разрушили на корню то, что было. Вот это стало вашей основной проблемой. Отсюда шанс на обретение силы, финансов, успеха у вас как раз и перевернулся. Не получилось. Нужно было очень серьезное перерождение всего. Оно не произошло. Поэтому вот ваша, может быть, неуверенность, а может быть, нужно было обратиться за помощью к людям, которые уже состоялись, люди, которые уже знают, что хотят, для того, чтобы подняться на новые высоты. Но вы этим не воспользовались знанием, мудростью других людей, и поэтому попались под обман. То есть вас обманули, поэтому мечта не случилась. Но вам совет сегодня: ни в коем случае не расстраиваться, потому что вас вернули из короля в воина, то есть опять вернули в исходные позиции. То есть вы снова теперь будете искать идеи, мысли, куда направить свою энергию. И вам предстоит сделать этот выбор и уже на 100% реализовать свой потенциал, максимально реализовать, насколько вы сможете, для того, чтобы начать движение, которое сейчас у вас пока остановилось. Ну и в конце концов вы будете из идей, из каких-то небольших материальных ценностей переходить на более высокий уровень. Посмотрите, карты идут на рост. Не уменьшение, а наоборот возрастание. И хочется сказать, что вашим помощником, который вас должен обязательно поддержать, если вы женаты, то это ваша жена. То есть она как раз может вам оказать соответствующую поддержку и вывести вас из тьмы, вывести вас из разочарований. Поэтому обратитесь к ней, чтобы она вас наполнила энергией. И не отказывайтесь от тех эмоций, которые будет она вам дарить. Какой же общий совет? Успокойтесь, карты нам говорят. Победа будет, но не сейчас. Вы должны это понять. Находите новые контакты, новые взаимодействия. Восстанавливайтесь через любовь. Все, что ушло, оно ушло. И сейчас вам нужно восстановить свою энергию, которая поможет вам двигаться вперед. Которая поможет вам двигаться вперед. Найдите вот этот огненный потенциал в женщине. А если вы не женаты, может быть, это ваша подруга, а может быть, это и ваша коллега, которая сможет вас поддержать и направить туда, куда вы хотите, к своей мечте. Ну что ж, как всегда, приглашаю вас на личные консультации. Желаю вам успехов в бизнесе, успехов в личной жизни, в новых достижениях. С вами была Лебедь Белая. До новых встреч. Вся информация под видео. Пишите. Готова к сотрудничеству.